Друзья, приветствую вас. Дневной обзор, что сейчас происходит с долларом, рублем, нефтью и важные новости, которые на рынке оказывают влияние на котировки. Итак, друзья, рубль ослабляется против доллара и против евро. Это идет более ускоренными темпами, чем я предполагал. Давайте сейчас разберемся, в чем причины, которые на это оказывают влияние. Ну, как бы с нефтью ситуация более или менее была адекватная. Нефть только сейчас начала проседать. Здесь ближайшая цель движения, от которой нефть может отскочить, это 40,8. Соответственно, сейчас, судя по всему, идет движение именно к этому уровню, при пробитии которого разовьется движение, скорее всего, на 40,3, потом тестирование на пробой 39,6. И поэтому сейчас на рубль оказывается дополнительное давление. Так, ну вот сегодня запланированный аукцион ОФЗ-1 состоялся. Здесь не такой большой объем разместили. Посмотрим, как будет вторая часть, которая в 17:30 заканчивается. Но общий итог такой, что, в общем-то, на курс рубля сегодня, с учетом всех обстоятельств, это влияние не оказывает. Но смотрите, по поводу того, что из-за чего рубль такое движение начал. Об угрозе новых санкций вышла информация. Там связано с Афганистаном ситуация. То, что вроде как российская сторона имела договоренность определенную с талибами. Я думаю, на самом деле это просто спусковой механизм был. Но вот, собственно говоря, эта статья о том, что там Россия, она предположительно противодействовала Соединенным Штатам в Афганистане. Ну, здесь как бы вопросов, конечно, может быть масса, но, как мы знаем, то есть все действия американцев, они, связанные с подобными ситуациями, имеют, как правило, не очень сильную доказательную базу. Вспомним хотя бы, как там изымали этот самый ампул с белым порошком, когда вторжение в Ирак планировали. Вот, соответственно, то есть я не знаю, пока доказательств никаких не предъявили, но может быть там действительно в России был какой-то сговор или договоренность с Талибаном. Но насчет доказательств, я думаю, доказательств этого мы не увидим. В Америке идет сейчас предвыборная борьба, очень сильная, демократы, республиканцы. И любой повод используют для того, чтобы Трампу намять бока. Вот. Помимо этого дешевеет нефть. И кроме того, смотрите, вот есть такой очень существенный фактор. Да? Вот завтра, ну как вы знаете, состоится некое мероприятие, который вроде как связан с определенным видом волеизъявления населения. И по логике вещей, с одной стороны, я так тоже изначально думал, наверное, все-таки к этому мероприятию не допустят ощутимый рост доллара против рубля и евро. Ну, потому что, понятное дело, когда валюта растет, падает покупательная способность. Потому что на самом деле все цены реально, они идут в валюте. Но я подумал, все-таки есть еще и другой фактор, который, наверное, особо никто не рассматривал. Дело в том, что, ну, давайте вот с вами логически рассуждать. Вполне как бы понятно, какие итоги этого голосования будут озвучены. Ну, не вызывает ни малейших сомнений. Скорее всего, они будут иметь вполне определенный результат. То есть, что эти поправки, они будут приняты. Я не знаю, как и кто и что будет голосовать, но по факту будет заявлено, что они будут приняты. Вероятность 99,99. Давайте с вами подумаем, вот эти поправки, которые заявляются, как они, во-первых, для развития экономики, раз. Второе, для реализации прав и свобод, которые неразрывно связаны с развитием экономики. Но, наверное, как бы если их почитать, то они не очень как бы способствуют тому, чтобы увеличивались права и свободы, и развивалась конкуренция, был свободный экономический рост и так далее. Ну и как бы по сути, то есть заведомо принимается, скажем так, такая формулировка, которая она будет негативно влиять на бизнес-среду. Соответственно, то есть если негативное воздействие на экономику прогнозируется, то это приводит к тому, что происходит отток из этой экономики. И по сути здесь получается, насколько вот я это понимаю, на текущий момент возобладал именно процесс, связанный с тем, что вполне как бы предопределено, какой будет результат, это раз. И второе, что этот результат, он негативен для экономического роста, это два.
И, соответственно, на фоне ожидания этого события все инвесторы, все спекулянты, они фиксируют прибыль, если она у них была, в гособлигациях, в ценных бумагах. И они переходят в то, что является наиболее устойчивым. Что это? Это доллар США, конечно же. Помимо всего этого, нефть проседает. И плюс наверняка послужил триггером заявление о том, что, возможно, будут введены какие-то санкции. Но обращаю внимание, что вот то, что там про санкции сказали, скорее всего, это, наверное, все-таки был просто как спусковой механизм. То есть реально как бы вот именно накопленная масса, фундаментал, это то, что начали выходить в ожидании того, что произойдет это мероприятие и с наибольшей степенью вероятности какой будет результат. Этот результат, он не есть good для экономики. И поэтому здесь происходит уже уход в актив, который является нерисковый для российского фондового рынка на текущий момент, это доллар США. Сегодня, с учетом того обстоятельства, что в 17:30 завершается аукцион ФЗ и плюс еще падает нефть, наверное, по рублю мы не увидим отскок и откат, и он зафиксируется в текущем положении и к доллару, и к евро. Далее, что нас ждет по факту завершения завтрашнего мероприятия? Ну, смотрите, вот здесь на самом деле надо будет очень хорошо подумать. Надо будет очень хорошо подумать и так сразу сказать сложно именно какое движение будет в четверг с утра. Но могу сказать, что наиболее вероятный сценарий, с учетом того, как это происходит сегодня, это все-таки, я думаю, ослабление рубля. То есть это уже начнется не 6 июля, это уже начнется сразу в четверг по факту открытия. Поэтому, вот, например, я буду хеджировать свои рублевые все активы, ну как минимум плечом к доллару 1 к 1, оставлять хедж. И, соответственно, то есть там уже в четверг смотреть, к чему это приведет, какое будет движение. Давайте вернемся и посмотрим, что происходит сейчас. Так, ну смотрите, на текущий момент вот все цели, которые я как бы изначально предполагал, определенную логику движения, которая с моей точки зрения должна была быть, вот, она немножко видоизменена, пошел он выше. Здесь есть два важных уровня. Первый уровень это вот эта оранжевая черта. Вот эта оранжевая черта, она связана с тем событием, что здесь все-таки ЦБ начинает активно проводить действия. Вот, соответственно, то есть вот от этой оранжевой черты, наверное, будет отскок. Первый как бы Рубикон был, это 70,5, его преодолели. Это уже говорит о том, что ну как бы не будет дешевого рубля, дешевого доллара, прошу прощения, то есть рубль будет дешеветь на фоне того, что там произошло. Конечно, то есть я думал, там ведут какие-то жесткие санкции, но вот то, что, на мой взгляд, заявляется там по поводу Афганистана, скорее всего, там жестких санкций не ведут. Опять же, то есть мое оценочное суждение на текущий момент. И все-таки здесь, я думаю, фундаментал в большей степени именно завтрашнее событие, которое повлечет ухудшение экономического роста, по мнению большинства инвесторов и спекулянтов, и, соответственно, выходит просто из рублевых активов. Вот, я думаю, что вот сейчас на текущем моменте, скорее всего, ЦБ в районе вот этого значения должен активно включиться. Вот. И, соответственно, мы увидим где-то здесь фиксацию. Но опять же, это если нефть сейчас не пойдет тестировать 39,7. Если она пойдет тестировать 39,7, думаю, никто его здесь особо удерживать не будет, и он, может быть, даже слетает вот сюда вот на 73,5. Такой вариант с учетом того, какое пошло здесь сильное энергичное движение, он тоже возможен. Но все-таки, я думаю, более вероятно завершение где-то вот в районе вот этого значения 71,5. И в идеале, конечно, бы его спустили на 70,5. То есть 70,5 это как раз то значение, которое является дедлайном между тем, как все не очень плохо, и между тем, как все весьма тревожно. Так, ну по часовику, смотрите, идет у нас движение на рост. Вот этот уровень благополучно пропороли на одном дыхании причем. Но сейчас идет снижение объемов. И поэтому, я думаю, если не будет никакого захватывающего падения цены на нефть, то мы либо вот в этом состоянии все-таки останемся, или откатимся вот сюда, вот в этот диапазон. Я думаю, это наиболее вероятный сценарий в том случае, если не будет
движение вниз по нефти на 39,7 и ниже, то, скорее всего, его, наверное, куда-сюда-то приспустят. Вот. Но вот именно тот уровень, где ЦБ начинал ранее активно действие, это 71,5. Ну, вот в этом диапазоне плюс-минус. То есть у нас как бы получается, либо сейчас будет разворотная формация и возврат куда-то сюда, вот в этот диапазон. Или же, если мы все-таки остаемся на текущем значении, то будет возможно движение и добой и закрепление над этим уровнем. Я думаю, сейчас, наверное, все-таки вероятность такого движения, она меньше. Это связано с тем, что, видите, идет рост на падающем объеме. То есть, наверное, все-таки здесь движение, которое вот очень энергично началось, оно выдохлось. Вот. И как минимум, ну, надо куда-то вниз сходить, чтобы дозаправиться, для того, чтобы дальше расти. Вот. Я думаю, все-таки сейчас мы увидим либо от текущих значений какое-то снижение. Вот. Но если все-таки в силу каких-то обстоятельств мы начнем пробивать вот это значение, и здесь пойдут объемы, большие объемы, то это приведет к неконтролируемому процессу и, возможно, даже движение на 73,5 отсюда. Вот. Поэтому я думаю, вот это потолок на сегодня. Никто же не хочет паники накануне такого события величественного. Вот. И поэтому либо где-то здесь мы остановимся, но все-таки больше вероятно, что вот с этого значения попытается ЦБ его согнать вот на эту красную линию, которая 70,5. Вот. И в любом случае, я думаю, вот с учетом того, что мы с вами наблюдаем, вот отсюда, с 26 июня, но здесь однозначно тренд на рост. Да, он идет с откатами, но эти откаты, они, как вот можно, если присмотреться, увидеть, они требуются только для того, чтобы набрать позицию и расти далее. Так, далее рубль-евро. Соответственно, мы пришли сейчас к конверсионной некой точке. В общем-то, эта точка, она связана с тем, что здесь проходили достаточно большие объемы торгов. И эта точка, она является поворотной. То есть, достаточно высока вероятность того, что сегодняшний рост по доллару и по евро, он где-то здесь завершится. Потому как, если все-таки пойдет пробитие, вот в случае с евро это 80,5, и на 8,5 пойдет рост объема, то мы можем увидеть очень сильное и уже неуправляемое движение, целью которого будет 83,4, 83,5. Но я не думаю, что такое, вот такое безобразие допустили, там типа пар выпустили, но я не думаю, что накануне голосования, всякое, конечно, может быть, но допустят вот такое ослабление национальной валюты. Вот. Поэтому здесь вот мы где-то пришли к той точке, которая, ну, с моей точки зрения, при текущих ценах на нефть без обвала, она вполне как бы является адекватной. Здесь, ну, по-хорошему нужен корректирующий откат на 79,35 или, по крайней мере, где-то здесь она должна зафиксироваться и начать торговаться. Ну вот, кстати, если рассматривать, что происходит евро-рубль, здесь такого существенного падения объемов нету. То есть вот евро-рубль все-таки, может быть, наверное, еще чего-то он поделает и до 80,5 дойдет. Но здесь смотрите, на самом деле какая ситуация. Если вот сейчас по идее должен быть какой-то корректирующий откат. Опять же, но если вот цена на нефть, она на 39,7 и ниже не улетает. Вот. Если этот корректирующий откат пробивает 79,7, вот это значение, то отсюда у нас наиболее вероятно разовьется движение по возврату вот сюда, вот в этот диапазон. Но уже, наверное, это все-таки будет не вот этот диапазон, а диапазон, который вот здесь вот проходит. Вот здесь, вот в этом месте. Вот. Если здесь движение не состоится, и мы на этих уровнях замрем, то тогда, скорее всего, в четверг мы будем наблюдать достаточно ощутимое, наверное, движение с утра. Куда оно будет, вверх или вниз, мы еще подумаем, посмотрим, как будут развиваться события. Но сейчас, как бы, я думаю, и по евро, и по доллару, наверное, уже как бы порох закончился, нужен откат. По евро еще остается рывок. Вот. Но тем не менее, достаточно высока вероятность, что вот либо на текущих значениях зафиксируется, либо какой-то корректирующий откат и закрытие, соответственно, либо в этом диапазоне, либо вот в этом диапазоне. Вот. Но опять же, повторюсь, если не будет никакого обвала по нефти и не будет никаких резких движений по американскому рынку, европейскому рынку, потому что если там все вдруг внезапно начнет все сыпаться, то как бы мы можем увидеть и более сильные значения
по отношению евро к рублю и доллара к рублю. Так, друзья, ну вот, резюмируя, мое видение текущее относительно курса доллар-рубль и евро-рубль. То есть мы подошли к каким-то критичным значениям, и от этих критичных значений мы либо сейчас отскочим до тех уровней, которые рассмотрели, либо на них остановимся. Вот, я думаю, все-таки больше вероятность отката, но эта вероятность, она реализуется, если не будет обвального движения вниз по нефти. Вот такое мое видение. Спасибо за внимание.